произошли достаточно важные события. Это и первое посольское заседание после летнего интервала, летнего периода на уровне послов в Совете России и НАТО. Это и предстоящая в среду и четверг здесь, в Брюсселе, неформальная встреча министров обороны стран-членов НАТО. Поэтому сейчас мы стоим на рубеже достаточно важных событий. Практически год прошел после Лиссабонского саммита России и НАТО, и пора уже подводить первые итоги того, что удалось сделать, что не удалось сделать. Замах, конечно, в Лиссабоне был достаточно большой. Заявка на высокие амбиции, на выход на стратегическое партнерство. И как обычно так бывает, после того, как решения доверяются уже не политикам, а конкретным бюрократам, тут находится масса причин для того, чтобы не сделать то, что было поручено на высоком собрании. И я хотел бы об этом сказать, о некоторых упущенных возможностях года, который прошел после Лиссабонского саммита. Напомню, что именно в ноябре прошлого года на саммите России и НАТО были приняты чрезвычайно важные решения. Это не только политическая декларация, которая была подписана всеми главами государств и правительств стран-членов Совета России и НАТО, но это еще и заявленная цель выхода на стратегическое партнерство. Стратегическое партнерство часто является такой формулой-марионеткой в руках политологов, журналистов, международных экспертов. Но на самом деле для нас, людей, работающих непосредственно с Североатлантическим альянсом, эта формула имеет прямое, конкретное практическое значение. Смысл стратегического партнерства состоит в том, чтобы не только обсуждать общие вызовы и вопросы, связанные с безопасностью для всех стран Евроатлантического региона. Смысл стратегического партнерства в другом, в том, чтобы давать на эти вопросы общие ответы. Перейти от аналитики, от мониторинга обстановки, от обмена мнениями к конкретным реальным действиям, которые должны быть положены в основу такого рода стратегического партнерства. И в этой связи надо посмотреть внимательно на то состояние дел, которое сегодня есть между Россией и НАТО. В общем-то, для желающего всегда прослыть оптимистом найдется, конечно, много возможностей для самоудовлетворения. Это и работающие проекты, такие как транзит в Афганистан и обратно. Он был расширен год тому назад, номенклатура товаров, которая подлежит такого рода транзиту, наземному транзиту, я подчеркиваю, грузов нелетального назначения. Но, тем не менее, он работает и работает успешно. И сегодня в условиях, когда натовская группировка в Пакистане находится под огнем, и практически риски становятся неоправданны, то северный маршрут через Российскую Федерацию, через наших союзников страны, члены ОДКБ, этот маршрут становится самым безопасным, самым удобным, самым комфортным, самым экономичным со всех точек зрения. С другой стороны, есть и такие важные проекты, как, скажем, борьба с пиратством. На сегодняшний момент Россия положила на стол натовским военным серьезнейшие предложения, связанные с активизацией такого рода партнерства в зоне Африканского рога. Мы предложили даже создать некое объединенное командование, которое могло бы поднять наш уровень взаимодействия, не замыкая его в блоковых формулах Европейского Союза или НАТО, а создать действительно формулу взаимодействия командиров, капитанов боевых кораблей в этом регионе, которая позволила бы наладить сотрудничество на равноценной и равноправной основе. И сейчас наше предложение внимательно изучается в военном штабе НАТО. Есть достаточно серьезное продвижение по другим направлениям. Это и подготовка афганских полицейских на базе полицейской академии Министерства внутренних дел в Домодедово в России. Сейчас уже предусмотрена возможность расширения
списка этих офицеров за счет привлечения к такого рода подготовке и офицеров из других соседних с Афганистаном стран, поскольку транзит наркотиков через Афганистан он пролегает в том числе и через соседние государства. Есть проект, связанный с сотрудничеством в воздушном пространстве. Речь идет об антитеррористической инициативе, которая ориентирована на создание диспетчерских оперативных служб в странах России и странах Североатлантического альянса для немедленного выяснения обстановки на бортах в случае их захвата террористами и для согласования конкретных действий по освобождению заложников и экипажей воздушных судов. Это уже машина работает и происходит оперативная передача информации между Москвой, Варшавой и другими столицами стран-членов Североатлантического альянса. Безусловно, важным проектом, который также был отмечен в Сочи на выездном заседании послов стран-членов НАТО, это проект «Стандекс», который мы торопим, на который мы надеемся, поскольку это впервые может предоставить нам уникальную технологию дистанционной и анонимной детекции взрывчатых веществ в малых объемах, которые могут быть закреплены на теле живых бомб. Мы надеемся, что в ближайшие пару лет мы окончательно закончим натурные испытания. Все технологии работы такого рода проекта «Стандекс». В ближайшее время мы предполагаем проведение первых испытаний в Парижском метрополитене на одной из станций. Предполагается также проведение такого рода испытаний в Петербургском метрополитене. Но я сейчас говорю о вещах, безусловно, важных. Но, тем не менее, нельзя их назвать прорывными. Это все-таки, с моей точки зрения, правильные, важные, но, тем не менее, рутинные проекты, которые развиваются уже в течение нескольких лет. Но до сих пор в рамках Совета России и НАТО так и не сложился проект, который бы мог бы привести к разделению общей ответственности за обеспечение безопасности всего европейского континента и всех европейских народов. Будем предельно откровенны, да, поскольку речь идет о серьезных вопросах, поэтому здесь без ужимок, что называется. С моей точки зрения, Совет России и НАТО был создан как некая компенсация России в 2002 году в рамках того большого скачка, большого прыжка, который сделал НАТО на восток. То есть, чтобы Россия сильно не возмущалась, ей была предоставлена возможность создать некую новую формулу отношений с НАТО. Это не формула 28 плюс 1, а это формула 29 и все в личном национальном качестве. То есть, по сути дела, речь шла о создании нового альянса, где НАТО должна была бы выступать не в качестве блока, а в качестве просто группы равноправных наций, которые вместе с Россией должны были бы изучать проблему, вместе с ней голосовать, принимать решения. Я появился уже в Брюсселе в конце января 2008 года и сразу обратил внимание на то, что никакого равноправного участия в дискуссии здесь и не предполагалось и поныне. Такая же ситуация. Практически все решения принимаются в рамках так называемого нулевого чтения. То есть сначала Альянс принимает решение внутри себя, а потом с счастливыми выражениями лиц мои коллеги-послы мне объявляют о уже принятом решении, предлагая мне либо с ним поспорить, либо к нему присоединиться. В этом смысле Совет России и НАТО свою функцию не выполняет. И я не хотел бы искать новых испытаний нам на голову, но помню испытание августа 2008 года, когда случилась большая беда на Южном Кавказе, когда в результате расстрела жителей города Цхинвала и гибели российских миротворцев начались военные действия в Южной Осетии. И тогда Россия первая запросила поддержки у Североатлантического альянса. Мы потребовали созвать Совет России и НАТО. Я хочу подчеркнуть, что именно таков был
сценарий событий. Не нас вызывали на ковер, а мы позвали наших партнеров для того, чтобы в драматический момент, связанный с нашей безопасностью, безопасностью всего региона, провести необходимые оперативные консультации с НАТО. И где же оказалась НАТО в тот момент? НАТО, как мидия, спряталась в своей ракушке. Я пришел в зал, там не было никого, кроме охранника. Вот и вся НАТО. На поверхности оказалась лишь только пена пропагандистской кампании, которая обрушила на Россию все проклятия, все угрозы и фактически события трактовались исключительно в черно-белом ключе, причем далеко не мы были белыми в этой картине. Я не уверен, что ситуация кардинально поменялась с августа 2008 года, несмотря на все правильные слова о том, что Совет России и НАТО должен работать при любой политической погоде, о том, что нельзя уходить от сложных вопросов. Но ведь уходим же по-прежнему от сложных вопросов. Ну вот пример вам, самый горячий. В среду на прошлой неделе, несмотря на наши попытки поставить дискуссию по обстановке в Косово в официальную повестку заседания послов, это не было сделано. В итоге мне пришлось навязать эту дискуссию в разделе «Разные» и опустить на кресло приподнятые туловища моих коллег, когда они уже засобирались к выходу. В итоге дискуссия по Косово прошла больше часа, то есть она заняла большую часть времени посольского заседания. И была крайне острой, крайне жесткой. Потому что России не может нравиться, когда НАТО в очередной раз нарушает данный ей Организации Объединенных Наций мандат придерживаться статусного нейтралитета. НАТО в косовской ситуации перешла полностью на сторону косоваров и попыталась захлопнуть, в том числе силовым путем, последнюю линию, последнюю дорогу жизни между косовскими сербами и остальной Сербией. Этого натовцы делать не должны. Это грубое нарушение их мандата. Что касается поездки в Иран, я продолжаю серию своих поездок по странам, которые так или иначе связаны с проектом развертывания европейской противоракетной обороны. На прошлой неделе я был в Португалии, встречался с президентом этой страны, вел консультации в Министерстве иностранных дел Португалии. Вернулся в пятницу в Москву, вот сейчас я в Брюсселе, и планируем мы в ближайшее время продолжить эти поездки, в том числе в Лондон и другие столицы. Что касается Ирана, да, безусловно, в Иран мы полетим тогда, когда иранская сторона предоставит нам достаточно четкое представление об уровне приема. Этот уровень приема должен быть политическим, а не дипломатическим. То есть у меня есть определенный мандат обсуждать эти вопросы. Я хотел бы обсуждать эти вопросы с теми людьми, кто решает в Иране, а не с теми, кто является посредниками. Поэтому мы ждем подтверждения этого приглашения, и сразу по получению этого приглашения я отправлюсь в Тегеран.